Всем привет! Твичевские скандалы не затихают ни на минуту. Выпуская видео про Свифти, я упустил из виду скандал, разразившийся вокруг популярной киберспортивной организации Метод. Для тех, кто не в курсе, кто такие Метод, напомню. Метод — главный рекордсмен в мире World of Warcraft. Для многих WoW и особенно ее соревновательная составляющая ассоциируется именно с этой гильдией, которая переросла в киберспортивную организацию. Игроки Метод первыми берут максимальные уровни в дополнениях. К примеру, в Battle for Azeroth одному из ее представителей потребовалось меньше 5 часов, чтобы достичь 120 уровня. Гильдия раньше всех проходит новый контент и зачищает рейды на эпохальном уровне сложности. При этом Метод берет и первые строчки на чемпионатах мира по WoW в рамках BlizzCon. На Метод разработчики проверяли сложность контента. Если у нее не получается пройти босса, значит его точно нужно ослабить. Гильдия создала целую экосистему для игроков и стримеров, а также установила четкий и жесткий график тренировок и рейдов. Во время освоения нового контента игроки Метод ежедневно проводят по 14 часов World of Warcraft. Сейчас эта гильдия флагман WoW и пример для всех остальных. Такие вот крутые ребята. Я взял этот отрывок из интервью портала Киберспорт. Возможно, они слишком пафосно их описали, но в целом это так. К этому описанию добавлю, что часть этих регалий достигается тем, что Метод приглашает к себе знаменитых игроков, которые являются что-то вроде промоутеров гильдии, как, например, Джокер Ди, маг, первым взявший 60 уровень WoW Classic 2019. Он играл под их тегом, тем самым продвигая их бренд. Про него я как-то рассказывал в одном моем видео, за что его выгнали из Методов, если интересно, посмотреть. Потом не менее известные стримеры классического World of Warcraft, Исфант и Типсаут, про которых я тоже упомяну сегодня. Таких игроков было много, но вот начало года для Метод ознаменовался чередой неудач. И связано это прежде всего с, наверное, модным в последнее время трендом обвинять популярных стримеров в домогательстве. Я не берусь утверждать, были ли все случаи посягательства реальными, но из всех случаев, которые мне удалось найти, вырисовывалась средняя картина. Как правило, это какая-нибудь бывшая знакомая, состоявшая в отношениях с обвиняемым, спустя какое-то время осознавшая, что до нее все-таки домогались, публикует твит с подробным описанием того, как это все было. И вот, чтобы восстановить справедливость, обиженные девушки не идут в полицию, не к адвокатам, а прямиком обращаются к руководству Метода с требованием разобраться. Я почитал недавнюю статью популярного англоязычного издания Котку, в котором упомянулся член организации Метод Джош, обвиняемый в различных грехах, совращениях, оскорблениях и даже изнасиловании. Я бы рассказал подробнее, но, боюсь, YouTube наложит на видео ограничения за такой контент. О том, как эти события разворачивались, я до сих пор в ступоре. Либо какая-то информация просочилась мимо меня. Суть в том, что руководство Метода обвинили в бездействии. Еще и прикрепили пруфы, в кавычках. То есть, задается публичный вопрос. Вот ваш игрок извращенец и негодяй. Вы в курсе? Правда? Какой ужас. Вы можете предоставить полицейский отчет? Ну, мы обращались в полицию, но нас там послали, ввиду отсутствия доказательств. Понятно, вам отказала полиция, а что вы хотите от нас? И вот это пруф бездействия, который вменяют руководству Метод, на котором все и построилось. То есть они все знали, но ничего не сделали. Соглашусь, в подобных делах не всегда могут быть доказательства. Не каждая жертва, которая подверглась сексуальному домогательству, пойдет в полицию. А если это еще несовершеннолетние, то они в большинстве случаев даже не знают, как реагировать на такую ситуацию. Но вы поставьте себя на место менеджера гильдии. Как они должны реагировать на подобные заявления? Из тех, на кого поступали жалобы, никто не был арестован или привлечен к ответственности. На каком тогда основании они должны избавляться от игроков, замену которым не так-то просто найти, тем более в разгар гонки? Но даже и в этом случае руководство все же отстраняло проблемных членов организации, но, по мнению общественности, не так активно, как хотелось бы. Нужно было сразу. Увидел твит от какой-нибудь школьницы, которой стример якобы домогался, сразу нахер из гильдии.
Но я обратил внимание на эту тему не по этой причине. Мне нисколько не хочется защищать метод. Я равнодушно отношусь к руководству метода и похер на извращенцев, которые, скорее всего, таковыми и являются. Мониторя последние твиты, я замечаю, как лицемерно хайпят на этом скандале бывшие их друзья и коллеги. Спонсоры понятно, у них выбор огромный, куда податься, лишний повод разорвать контракт с якобы потерявшим репутацию партнером и, скорее всего, заключить более выгодный с кем-нибудь другим. А сами игроки, которые являются членами гильдии, постят твиты на вроде «Мне стыдно за то, что у нас гильдия такая херня, поэтому я ухожу». И вот под этими постами тысячи хайпажоров в лице известных блогеров и стримеров. «Да-да, молодец, поддерживаю тебя. Скажем наше коллективное нет сексуальным домогательствам». Хотя я бы прочитал это так: спонсоры ушли, бабок нет, неизвестно будут ли, поэтому ловить мне здесь больше нечего, надо валить быстрее, пока меня самого в говне не измазали. Вчерашние стримеры, которые с гордостью носили майки метода и прославляли их достижения, теперь плюют в них и поливают грязью. И во всем этом кипише забыли о самих виновниках скандала. Те, из-за которых все началось, и кого обвиняли в неподобающем поведении. Если бы эти посты выражали поддержку жертвам домогательств, сочувствовали им, пытались привлечь внимание к проблеме, то это было бы понятно. Но я что-то такого не вижу. Про это что-то никто никаких твитов не пишет, а самих извращенцев никто не осуждает. А зачем? Кому до них есть дело, когда можно попинать ногами тех самых лидеров, которые упорным трудом создавали сообщество чемпионов под известным во всем мире тегом? И тебя же в это сообщество пригласили. Вместо проблемы насилия все гораздо больше волнует, почему руководство не следит за моральным обликом своих игроков. Если бы до такой девушки, которая инициировала скандал, приставал какой-нибудь сантехник, пошла бы она жаловаться в местную жилконтору? Или все-таки пошла в полицию? Почему вместо того, чтобы заниматься организацией соревнований и тренировкой игроков, руководство должно бегать, не отслеживать, кто кому там писюны в личку отсылает? Даже если, допустим, жалоба принята, игрока исключают из команды, каким образом это ограждает жертву от сексуального преследования? У меня нет ответа на этот вопрос. Оправится ли метод после таких неприятностей? Вопрос. Пока трансляция на Твиче приостановлена. На момент написания материала уже как 4 суток висит сообщение о том, что руководство думает над ситуацией и решает, как жить дальше. В официальном твиттере метод висит сообщение такой же давности, которое я процитирую. Нам очень жаль. Джош был исключен сегодня из метод из-за его непростительного проступка. Во время публикации статьи Котаку в прошлом году мы получили электронное письмо от неизвестной третьей стороны Джейн Доу, которое привело к тому, что руководство коллективно подготовило заявление следующего содержания. Все мы в метод серьезно относимся к благополучию несовершеннолетних, в том числе и к их безопасности в интернете. Если вы чувствуете, что у вас есть доказательства того, что кто-то внутри или вне метода вел себя скотским или незаконным образом, мы настоятельно рекомендуем вам связаться с полицией и подать заявление, чтобы провели тщательное и надлежащее расследование. Недавно обоснованные обвинения в социальных сетях пролили свет на поведение Джоша, которое обеспокоило нас всех и привело к нашим немедленным действиям по исключению его из организации. Оглядываясь назад, мы глубоко сожалеем, что не действовали раньше. В социальных сетях циркулирует информация о том, что метод, и в частности гильдии, было известно о степени поведения Джоша. Это категорически неверно, и нам противно это читать. Мы будем пересматривать нашу внутреннюю политику, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Вот такое послание. Из данного письма видно, что метод категорически отвергает обвинение в том, что им все было известно, но они это скрывали. Сами они не планируют разваливаться, как многие это прогнозируют уже. Уже метод похоронили, я не знаю, с концами. Хотя им будет сложно оправиться после такого удара по репутации, но планы по дальнейшей работе есть. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие новости из мира World of Warcraft, и удачи, не болейте.